Всем привет, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры Mafia 2 Definitive Edition. Сегодня я вам расскажу про Бруно Левин. Бруно Левин, персонаж компьютерной игры Mafia 2 Definitive Edition. Ростовщик мафии, по сути всей комиссии, еврейской национальности, средних лет, имеет свою контору в Саутпорте. Бруно стоит во главе всех ростовщических контор в городе, его статус официально подтвержден собранием мафиозных семей ПРБ и комиссий. Офис Бруно расположен в районе Саутпорт, в довольно невзрачном здании. Здесь он с помощью АЗКом ведет свой бизнес, одалживает деньги мафии и более мелким коллегам, преступникам и деловым людям по удушающим процентам и используя гангстеров для обеспечения своей безопасности. Почти все богатые и уважаемые лица занимают у него деньги. Бруно честен ко всем своим клиентам, у него равен отношение свои обязанности по сделкам он исполняет с точностью до буквы, но ожидает того же самого в ответ. Ходят немало историй, рассказывающих о судьбах тех, кто не сумел расплатиться за Бруно в срок. К примеру, Микки Джиллиано по прозвищу Краб, солдат семьи Фальконе, не смог в нужное время уплатить долг, и коллекторы Бруно в качестве компенсации отрезали ему по 3 пальца на обеих руках, за что Микки Краб и получил свое прозвище. Поэтому все, кому приходится занимать деньги в конторе Бруно, стараются выплачивать долг вовремя. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Генри называет Бруно евреем из Палисада. Палисад названа улица в Саутпорте, на которой находится подворотня Бруно. Судя по форме фамилии с суффиксом «ин», Бруно Левин, скорее всего, является выходцем из Российской империи. Внешне очень похож на актера Бена Кингсли и сыгранного им персонажа Ицхака Штерна из фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Причем оба персонажа были еврейского происхождения. Разница между ними лишь в профессии. Бруно Левин – ростовщик, а Ицхак Штерн – бухгалтер. Бруно очень похож на Фрэнка Коллетти, лучшего друга и консильери Доны Сальери с первой части. Его и Луку Гурино, а также Лука Бертона. И Сэм из первой части в русской версии озвучивает один и тот же человек, Борис Репетур. Как и озвучиваем на русском им персонаж, Бруно Борис Репетур также является евреем. Библейский стих, который цитирует Бруно, это Исход главы 22, стих 24. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Бруно Левина из игры Mafia 2 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо на ваших экранах. Лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Paymaker.